В общем, сегодня у меня такие вопросы, которые, ну, как бы они за бортом оставались, но я вот их сейчас зацепила и хочу тоже убрать, потому что это важно. Цель сеанса– очистить свое энергопространство от всех взаимодействий с антимиром, убрать контракты, подконтракты, соглашения, подключки, импланты, магические воздействия и вернуть свои частички души. Был в моей жизни такое непонятное существо домовой. Ну, сталкивалась с ним дома, все время душил как-то меня. У сестры, когда жила на квартире. И вот здесь, например, у меня тоже постоянно какие-то вещи пропадают. У меня уже до такой степени, что вот такое вот придыхание идет, что все, ну все, вот потерялась, да. Уже у меня нервы вообще не в порядке. Ну, в общем, пропадали. Сейчас вот как-то не очень, но пропадали. Ну и было время, когда я уже не знала, я начинала его подкармливать там со словесным сопровождением. И очень хочу убрать его из своего жилья и отменяю все взаимодействия с ним. Понятно. Свое Вот. коллаборантство. Да, да. Потом, второе, пользовалась по жизни всякими разными способами, потому что вообще не понимала от незнания. Маятник, красная нитка на запястье, булавки от сглаза и порчи. Покупала всякие статуэтки с монетками для защиты жилья, талисманы, иконы. Потом гадания всевозможные, святки, сжигание бумаги в полночь, желание в новогоднюю ночь на бумажке сжечь и выпить с шампанским. При потере вещей завязывание косынкой ножки стола. И было такое, говорила, домовой, домовой, поиграй и отдай. Или там черт, черт, поиграй и отдай. Вот это тоже. Отменяю все взаимодействия с магией и вообще эти события все хочу отменить. Потом было у меня такое, что я искала, кто снимет негатив, и через интернет написала запрос на сайт «Линия жизни». Это как раз было после того, как прошли вот эти вот все битвы экстрасенсов, и они образовали там вот это бюро свое. Написала туда, и мне прислал характеристику, информацию, считывал меня Мехди Ибрагим. Он тоже там что-то побеждал в этой битве. Потом какая-то Татьяна меня считывала бесплатно по телефону. Потом кто-то написал, как раз это было перед ЭКО. Написали, чтобы я срочно с ними связалась. И вот если какие-то подключки, потеря энергии, вообще отменяю эти события, потому что они там меня все просматривали, не знаю кто. Четвертое. Смотрела все передачи «Битвы экстрасенсов». Есть ли подключки и потеря энергии, и вообще отменяю все эти события. Потом было такое, что я какое-то видео смотрела, там Шепс был, вот этот черный Александр, вот этот Шепс из «Битвы экстрасенсов». И я ему что-то там лайкнула, видимо, и он мне написал «Спасибо за лайк». Считал меня и там что-то сказал: «Ой, ты там светлая душа», там и все такое. И я ему ответила: «А я что, вам лайк ставила? Я уже забыла даже». И тут я прямо физически почувствовала, что он страшно разозлился. Разозлился и, короче, вжух такой-то ушел. И если от него вообще подключки, потери энергии, вообще отменяю эти события. Ну и потом у меня был такой период, когда вообще там, антимир меня уже там на лопатки завалил, и у меня такое раздвоение личности было. И я в Одноклассниках связалась в переписку с одними негритосами. Они вообще мошенники были. Ну и потом у нас это все зашло, какая-то типа игра в наследство. И, в общем, зашло у нас до того, что я им переслала там большую сумму денег, копию своего паспорта тоже, где стоял мой адрес, там фотография. И если есть какие-то магические воздействия, потери энергии, отменяю эти события. Потом я их, конечно, послала, но уже было поздновато. Ну и также мне вот как-то сон приснился, что я просыпаюсь и иду на какие-то звуки. Это был какой-то, как сериал такой, что я просыпаюсь, выхожу, а там какой-то человек, женщина или там, и вот в очередной была серия, значит, что такое большое пространство. Ну, я чувствую, что это мое жилье. А там целый клан вообще этих негритосов. Они там живут сами по себе, даже им плевать, что это я, там мое жилье, значит, и они там сами по себе. И такое чувство у меня было, что они вообще там уже давным-давно живут. Но я так поняла потом, что это мое пространство было, потому что оно прям огромное было. Вот.
И вообще, что это значило, что это было, не знаю. В общем, хотела бы тоже отменить это все, что это вообще такое было. Вот, все. И вообще последние 2 недели я себя очень плохо чувствовала. Даже вот сегодня я встала как пьяная. У меня такое чувство, что какие-то магические нападения. Я не знаю кто, но вот тут вот в висках все давит, все колет. Куда ни пойду, я зеваю все время, там рядом со мной все зевают, даже животные все зевают. Не знаю, что это было. Ну, если время будет, посмотреть. Ну, обязательно нужно посмотреть. Вот. В общем, что-то ненормально, не знаю. А еще такой вопрос. Маргарита, ты дышишь? Да, дышу. Каждый Молодец. день. Я тоже. Да, не без этого. Это для меня обязаловка. Я какая бы уставшая ни была, я в одно время, у меня график, Для меня это дышу, обязательно, это для меня же. сразу просыпаюсь, сразу идеи новые рождаются, сразу Да. энергия появляется, Так мысли что вот. приходят. Хорошо. Женя, Виктория, ты в эфирном пространстве. да? Что ты видишь? Маргариту вижу. Угу. Хорошо. Давай по правилам. Отсоединись от всех и всего. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. Маргарита. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Угу. Выглядит со стороны магии, она большая. Энергосфера, ну, вытянута вверх. Черные энергии и имплант на правой ноге. В секторе магии кто-то вот так, такое черное яблоко. Слышу как и передает вот в сектор подписания контракта. На глазах какие-то металлические везде детали. Считывается как металл. На глазах, на голове и вот так на голове с двух сторон, сверху и на глаза. И такие, как детали уздечки. Угу. На ноге, вот так под ногами, тоже что-то такое же, то есть одинаковые. Оно выглядит такие... Вот я видела лошади, и у них такая штучка во рту металлическая. А вот эти металлические штучки, как деталь металлическая от уздечки, она Угу. находится одна вот так под ногами, а другая а, вот здесь как-то, с левой и с правой стороны. Так. Но красивая такая она. Угу. Вся сияет, и крылья за спиной. И веселая. Но вот это мешает. Угу. Хорошо, Виктория, отодвините все вещи. Да, Считай ее эфирная ДНК. Маргарита ли это? да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Она разрешает. Угу. Так, давай посмотрим, что это за уздечки такие, что это за штуки, как они считываются. Они считываются коммуникации и имеют отношение к сектору магии. Угу. Приказывай в секторе магии, кто находится, ему я приказываю проявиться согласно его согласно его физическим ДНК. Вижу стол и ножка. На ножке платочек. Считывается вызывание духов, коммуникация с духом. Угу. И вижу, со стороны интерферентов идет сущность и трясет, вот так в руках держит, как уздечки вот эти. Ну, вот как будто бы кожаные и эти металлические э, звенят так, когда друг другу касаются. Считывается черт. Угу.
Так, а кто в секторе магии, Виктория? В секторе магии находится стол и Маргарита. Мгм. У нее на голове как будто косыночку она завязала с двумя такими красными горошинами. Одна горошина слева, на платке нарисована, другая справа. Красные такие Мгм. Точки эти. ну, кружочки, да. Большие Мгм. почему-то, да. Так, И понятно. она вот так как бы наклонилась и смотрит вот к этому существу, которое считывается как черт. Но в этот момент я вижу, она вырастает, а этот черт, который был сначала большой, он уменьшается. И ему становится плохо сейчас, и он начинает как, как будто я его словила или она его словила. Ну, считывается вот такое сжатие. Мгм. И он уже, это черный окрас, уходит так и остается как серый такой цвет. Так, сущность. Считываю эфирное ДНК. Мгм. Выглядит, ой, так интересно. А, Это она его схватила. Он М. раздвоился. В руке вот так держит какой-то тролль. Мгм. Как маленький человечек, ну вот такой, наверное. Маленький, как будто физически похож на человека, но голова большая, ступни большие, глаза большие. Мгм. Другая мерность и другая плотность. Он так раздвоился. А другая часть его, еще одна, Мгм. черный дух. Как-то считывается сейчас дух созерцания. И вот это я слышу. Вот это у него черное-черное яблоко. Считывается дух созерцания. И это связано вот с духовным зрением, с направлением духовного зрения. Мгм. И также слышу слово колокол, когда я смотрю на голову. И вижу, что вот раньше не было видно, над головой такой колокол, и как будто бы голова Маргариты внутри этого колокола, и колокол, там такая энергия, как гудит, знаешь, волны такие. А Мгм. подключка сверху вот так уходит в сектор интерферента. И это также связано с, оно считывается как лапти. А, Она показывает правую ногу, на ноге как будто черный башмак. Считывается как лапти. Почему лапти, я подумала, и сразу вот пришло. Потому что обувь для человека, а лапти для а, низшей формы жизни. Мгм. Для этого вот какого-то гномика, этого домового. Так, хорошо. Он только в двухмерностях существует. Мгм. Так, приказывай этому черту назваться, кто он такой. Очень странно, считывается дебил. Мгм. Ну, низшая форма жизни, понятно. Так, приказываем отвечать, что он делает в пространстве Маргариты. Он говорит, уязвляю. И вот это символ снова как откусывает яблоко. Слышу, лишает ее целостности. Мгм. Да, дегармонизация. Также отравляю, говорит, считывается как отравление идет.
Оно считывается как вот отравление тяжелыми металлами. Даже привкус такой Мгм. металла. Так, хорошо, Виктория, давай посмотрим события. Когда впервые Маргарита встречалась с этим дебилом, что это было за событие? Я слышу святки Мгм. и вижу, а, как будто какой-то предмет такой странный. Куда-то вот Маргарита его как бы бросает вверх. Ам, Похож, ну, оно как сапожек, но странной формы. Каблучок как будто, ну, вот такое что-то раздвоенное, как будто это, ну, стилистически так изображение какое-то с, как будто с росписью, то есть идет какой-то э, такой М, акцент на какую-то фольклорность. Понятно. Так, что в этот момент происходит, Виктория, на эфирном плане? Я вижу, когда она вот так как-то подбросила эту штуку. Это желание. Мгм. Это желание, оно в эфирном плане, как будто бы она вот через дом бросила, что ли, вот так вот. Ну, я вижу, как бросила. И сразу появился вот этот серый колокол. И в секторе принятия решений там контракт. Мгм. Контракт, она буквально как будто стоит перед столом, перед таким черным. Молодая, красивая, щечки розовые. Как говорят, Мгм. девка кровь с молоком. Вот так почему-то, вот так, как на физике вижу ее. Мгм. И она в руке держит ручку. Считывается, что подписывает контракт с духом презрения. Мгм. Так, кто это дух? Приказываю этому духу проявиться согласно его эфирной ДНК в его пространстве. Появляется она, такая, как какая-то картинка вырезанная. То есть как будто не живая, и она как будто бы там лежит. Считывается как дух презрения к себе. Мгм. То есть получается, я вижу, что она сама у себя как насильник, как ну, Мгм. магичила сама себе в это. И как бы ее часть одна подписывает контракт, то есть идет на компромисс с этими духами. То есть одна программа, то есть это как две программы, это на уровне подсознания, Мгм. это как между программами контракт. Так, на что она А, согласилась? да, сейчас я смотрю. Мгм. Ам, Принять участие в какой-то слово идет дебе- де- дебилизации. Мгм. Вот этот дух, который называется вот Дебил. как дебил. Мгм. Так, что это за дебилизация? Что это за процессы? Это связано вот с этим, оно считывается как мозговой штурм. Вот этот имплант, как колокол вот этот. Мгм. От него и идут сильные такие волны, как ударяет внутрь, штурм программами. Мгм. Вот этими низкочастотными вибрациями
этими программами. И вот эти святки, то есть это подключение к этому эгрегору. То есть произошло как бы контакт, коммуникация между подсознательными программами. Оно как Мгм. примирение и подчинение считывается. Ну, это примириться с врагом или по-другому, как описано очень хорошо, стокгольмский синдром. То есть Мгм. подчиниться Так. врагу, насильнику. Мгм. И в результате произошли вот эти подключки. Вот на ноге вот это. Мгм. И вот это, где стол, оно считывается как усиление. Подпитка, Мгм. подкормка. И появляется там целый, в секторе магии целая вереница этих. Появляется этот, по-моему, Ибрагим. Мгм. Звучит, и лицо его вижу. Оно четко видно, его лицо. Так, ладно, Виктория, я хотел вас спросить. На физическом плане, когда Маргарита проводила этот ритуал с этим туфлей, как бы, чего она хотела на физическом уровне, делая этот ритуал? Так ее спроси, почему ты Да. спрашиваешь Э, подсознание? То м, есть она вот сидит, спроси у нее, что она хотела. Мы работаем с подсознанием. мгм. Нам Ясно. важно, что было на тонком уровне, а что было на физическом, это она расскажет. Ладно. Хорошо, Виктория. Так, от меня этот вопрос. Мгм. Так, вот этот... Давай посмотрим еще на этот контракт, где она Да. приняла участие. На что она еще согласилась? Я слышу подчиниться духу безобразия. Мгм. То есть вот это как комплекс Безобраз. этих. Мгм. Да, то есть безобразное на самом деле пространство, безобразное, то есть в нем нет образа Творца, я так и вижу. Эм, А вот оно что. Прямо я подняла взгляд вот так к первоисточнику и сразу слышу, что сотворил Творец всех по образу своему. То есть каждая живая душа несет в себе образ совершенного Творца. Мгм. А здесь, когда смотришь вниз, то этого образа нет. Мгм. Понятно. Так, что Маргарита отдала в этом контракте, согласно этому контракту? На что она согласилась? Да, вот импланты вот эти у нее И я появились. вижу, да, Мгм. ну на это и согласилась. Я вижу, что она буквально как будто сильно так натягивает вот на правую ногу именно вот этот сапожик, он плоский, который она Мгм. вот так как-то перебросила, а считывается как желание. То есть неправильное желание, направленное не туда, направленность ума а, Мгм. на магию. То есть получить как бы незаконным путем. Она натягивает этот имплант на ногу, Мгм. и он так смешно выглядит, так носочек такой закрученный и каблучок такой остренький, как пирамидка. Мгм. Вот, сейчас я считаю, что означает этот имплант. И он вот так ниточками привязан такими к сектору интерферентов, к этим духам, и к Мгм. сектору магии, к этому столу, и к Ибрагиму, и ко всем. Еще Татьяна там слышу. Мгм. А это... а, так,
Что это Вижу должно быть? такое вот кольцо, это все привязано, а там внутри как портал. Мгм. Считывается как погружение в сознание дьявола. А дьявол это вот как безобразное, безобразное вот это пространство. Все, Вселенная, она живая. И Мгм. здесь живой светлый разум, а там живой темный разум. Хорошо, Виктория. Так, рационально Маргарита отказывается от участия в этом ритуале святки. Пусть она ее сознанием сегодняшним зайдет в тот момент и изменит ее решение, откажется от этого и покажет тебе. Ой, так интересно. Она взяла вот и этот стол черный такой был, он сразу Мгм. засиял. И она взяла вот как зеркало такое большое, и она его рассматривает. Оно похоже, как будто бы вот паутинка такая, только хаотично эти ниточки. И она смотрит. Сейчас я ее спрошу, что это. Она говорит, что это призма внимания. Мгм. Так, и она смотрит, и там находит черную штучку. Там вот это оно светится такое все, как в ободочке. А где-то внутри как будто фигурка человечка. Мгм. И такая рука, а человечек черный. И хвать рука вот так держит. Это ее схватили там. Я вижу, как ее божественная энергия ушла вниз. Ушла вниз в этом платочке. И она выглядит, знаешь, я была маленькая девочка, и я очень любила, я ж на художницу училась, да, вот эти все хохломская роспись, вот эти все. Мгм. Вот, и она выглядит как такая русская красавица в таком сарафанчике красном с такими какими-то завитушками желтыми. И вот в этом и платок на голове. Он похож как на кокошник, но это как платок вот так. Вот она там, вот где вот возле стола, вот там это там лежит. И Мгм. тоже оно считывается как святки. Считывается, сейчас, как религиозный бред. А, да, это связано с фольклором, с передачей искаженной информации. Мгм. И где ее сердечная чакра, она вот так все светится. Это, эта одежда, она вот считывается как агрессивная, искусственная, то есть эти программы. Так, значит, вот эта ее частичка души находится еще в том пространстве, Виктория? Ну, смотри, это я как бы останавливаю, оно же все Мгм. движется. Сейчас я остановила. Сейчас я смотрю, и я вижу, как она своим вниманием через эту ситуацию проходит. Мгм. И я вижу, как она снимает этот платочек из ножки этого стола и бьет этим платком, вот так, как будто бы стучит по голове этому демоненку, которого вот так держала, этому чертику. Мгм. Вот. И я вижу, как смотри, как происходит. Она там лежит в секторе интерферентов, а ее энергия как рука в нашем пространстве, то есть с того измерения, протягивается в наше измерение, и она держит этого чертика
вот, в этом измерении и не отпускает. Вот эта ситуация стала как узел. Почему говорят, что развязать узел Мгм. кармический, да? Потому что эта ситуация, она с одной стороны отдала свою частицу души туда и в плен, да, но с другой стороны она как держит в плену эту черную энергию тоже. То есть получается как оно считывается как взаимопомощь, взаимонаблюдение. Ага, Мгм. значит, не только они смотрят за нами, но таким образом и мы смотрим за ними. Так, контракт М. нужно посмотреть, что там за такой хитрый контракт. Давай посмотрим контракт, Виктория. Пусть Маргарита вытащит этот контракт, покажет тебе. Там вытаскивается, сейчас я приказываю всем интерферентам, которые были в тот Мгм. момент, проявиться во всех измерениях. Мгм. И я их сразу вот так как-то стекло появляется, и как будто дракон такой появился. Но это не сущность, как некоторые думают, что это какой-то настоящий дракон. Это энергия так считывается. Мгм. Вот, как дракон а, э, с одной головой. Так. И его голова вот так как будто бы ртом к ее голове. Мгм. Так, Да, что это это? эгрегор. Ага. И снова считывается безумие. Эгрегор человеческого безумия. Почему человеческого? Почему? Э, Вот я смотрю, эта часть ее там лежит, как в заточении, как эта девушка красавица. И сейчас я смотрю, у нее тоже там есть такое же зеркальце. Мгм. Ох, как интересно. И она вот этим зеркальцем, у нее это зеркальце, это призма восприятия, да, призма восприятия мира. И она вот так как зайчиком наводит луч в сектор миссии и в сектор своего будущего. Потому что оно вот так это как кольцо, которое не имеет ни начала, ни конца. То есть где оно начинается, там оно и заканчивается все. И когда она вот навела такой лучик, то этот луч и просто ей так в левый глаз, пум, как будто бы уколол. Она даже Мгм. рукой вот так. Так, Так, я контракт. слышу контракт на разрушение. У нее с ее стороны это контракт на разрушение сознания дьявола. Она в секторе миссии как такая богиня такая, ну, как рисуют этих античных богинь. И она вот так Мгм. поворачивается, как от первоисточника, и берет а, какую-то штуковину такую, м, похожа на книгу, но такая какая-то очень длинная. Считывается как книга, но не очень похожа на книгу. Похожа на такой, как свиток такой Мгм. длинный. Ам, И я слышу, да, это контракт на разрушение сознания. Мгм. И это имеется в виду и вот этого портала демонического, э, который как считывался как портал в сознание дьявола. Так. Мгм. Говорит отключение от системы вещей.
и показывает вот эту сбрую, которая, и она снова так цокает, какие звуки, как бряцанье металлическими деталями. Мгм. И она вот так просто берет и, ну, как считывается, знаешь, как идет интервизация, описывается инвентарь. И она вот это все выбрасывает и пишет. Потом вытаскивает из глаза. Это в ее эфирном пространстве. Не что высшее я, а что здесь. И она вытаскивает вот этот, там как заноза такая, как будто, и тянется вот сектор магии. Так, и в Мгм. секторе магии Приказываю. затрепетал вот этот Ибрагим Мгм. с Приказываю. яблоком. Приказываю этому Ибрагиму отвечать, что он делает в пространстве Маргариты. Он подключен к духу. Дух огромный, черный, идет так бум, 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 шагами большими. Он говорит, он просто кричит. Она сама предала себя и показывает на эту, как трафарет, эту программу предательницы себя, который был Мгм. раньше. Да, он как бы спихивает на нее вину, говорит, она сама предала себя, она сама, говорит, заказала сеанс. Мгм. И у него постоянно во рту он кусает это черное яблоко, как металлическое. Я ему передаю, что Маргарита отказывается от ее решения принимать ее пространство этих Мгм. колдунов, заказывать сеансы, и она запрещает считывание ее эфирного ДНК. Появляется какая-то женщина, которая считывается как Татьяна с каким-то кучерявым хвостом. В эфирном плане она вот как будто бы, знаешь, детки на палочках так прыгали, как будто бы на Мгм. лошадке. Лошадка. А вот Мгм. она вот так прискакала на этих Мгм. своих программах. Так, приказывает этой Татьяне называться. Кто она такая? Ой, она так, когда говорит, то как будто булькает. Я даже не хочу с ней говорить. Такие жуткие, Мгм. как булька, как будто бы из ну, трясина, болото. Вот. Понятно. Она говорит, что она экстрасенс. Я Мгм. ей передаю, что бы она убирала ее воздействие и за ее ложь, потому что она не предупредила. М, Э, Переброс кармы пошел на Маргариту. Считывается Маргарита сейчас как Татьяна. Мгм. Что она не предупредила о том, к каким программам и эгрегорам она подключена сама и собирается подключить ее. И Маргарита, я вижу, как она развязывает этот на столе, где стол, Мгм. Узел. эту косыночку Мгм. и одевает эту косынку как пионерский этот треугольник, Галстук. да, на шею этим обоим. Мгм. Вот. Приказываем этим обоим убрать ихними руками все ихние воздействия, ложь и насилие. И карму, которую они перекидывали, тоже приказываем им забирать. И призываем силы кармы за вторжение. Я вижу, как Маргарита, буквально у нее изо рта энергия так вышла такая темно-серая в сектор магии, и она поднимается вверх, как ангел, и все ее пространство очень сильно как-то сверкает, так сияет Мгм. буквально.
И она вот так ножку правую выставила, и вот этот сапожок. И в ее пространстве есть как русский национальный, ам, ну, такая одежда, такой этот красный Мгм. сарафан, и вот этот как серебряный какой-то сапожек. Вот она так ножку выставила. Мгм. Я вижу, это связано с желанием. О, желание. Загадывание желания. Она пьет. А, пишет, сжигает Да, да-да. шампанским. Да, Мгм. и сейчас я вижу, она вот так достает изнутри этого бокала. Это то, что там, там серое такое, как пепел. И она вот так развернула его, и там считываются эти энергии, считывается месть. Ну, Мгм. это, да, оно вот так, знаешь, как, какой принцип антимира? Это как выжать, как лимон, до последней капли сока. Вот, то есть это М. паразитический мир, который не оставляет шансов. То есть они как бы заманивают. А что интересно, эти ритуальчики, они вот связаны и с этими так называемыми ясновидящими или экстрасенсами. Мгм. Фестивальщики. Так, Так, хорошо. Маргарита отказывается от вот этих загадываний желаний. А, вот это. да, я вижу, как это происходит. Она увидела, посмотрела, что это, и вижу, как снова появился это, как зеркало, созерцание. Вот что за созерцание. Это созерцание, это духовный взгляд, это Мгм. связано и с желанием, возжелать. Вот хорошо описывает. То есть смотреть, сначала человек увидел, созерцал, потом он захотел. Вот этот механизм, скажем так, грехопадения по-религиозному, да? Мгм. Вот. И вижу, как она через этого человечка, через этот портал в этом коде созерцания достает Мгм. себя вот там, где она была. Я ей передаю, чтобы она вернула все частицы ее души и отменяет пусть все эти ритуалы. Идет как праздники. Мгм. Вот. Да. Ага. И я вижу, как оно вот так выходит, а в секторе магии там как будто пляски дикие. Считывается эгрегор шабаш, как дикие пляски. Такие, ну, как будто ведьмы, бабы-яги, Мгм. яги. Ну, э, как будто ноги такие, знаешь, не ноги, а одна нога, вот правая, она как костыль деревянная, такая бум-бум бьет. Ну, что считывается это как, означает как, ам, эта нога, вот я смотрю, это как идеология, идеология рабства. Мгм. Вот эти экстрасенсы, вот эти люди, которые этими ритуалами занимаются, то есть они считываются вот как рабы этой системы. Так, хорошо. И я вижу, как в этот момент она достает из-под Мгм. ножки, что-то лежало, как будто бы зажато было под ножкой этого стола, какой-то диск такой. И она подносит его вот там, где сектор будущего. Так, что это за диск? Оно считывается отстранить от единицы, отстранение от единицы. Мгм. Вот, выглядит как такой какой-то вот такой диск. Ну, сейчас я спрошу, что это. М. Я вижу, что
Эм, а это часть ее души, часть сознания откушен. А единица что такое? Мгм. Единица. Мгм. Что это такое? Из сектора первоисточника как рука появляется. Я слышу акт творения. Это символ, это сила разрушения зла. Вот этот творческий процесс, вот это наполнение энергиями жизни и гармонизация, это гармония. Мгм. То есть я вижу, что вот эти все практики, занятия, они отдалили Маргариту от единицы Первотворца. И вот она показывает вот этот сапожок на ноге, снова его демонстрирует. Ам, Это как неправильный поход. Мгм. Это символ неправильных поступков, акты. Вот оно что. Короче, каждый поступок, который совершает человек, оно считывается тоже как акт творения. Сначала решение, а потом творение. То есть акт, ну, в английском действие так и есть акт. То есть М. действие Действие. показывает, да, Мгм. что, а, ш- что на самом деле побуждает человека. Ну, говорить можно все что угодно, а вот действие говорит само за себя. Мгм. И я вижу, как она вот так говорит, как серпом отрезает. И звучит вот так: «Я отрекаюсь от единицы Господа». Так, какой-то Господ Мгм. появляется в секторе интерферентов. Приказывает ему Господа в секторе интерференты, приказывая ему а, проявить согласно его эфирным ДНК в его пространстве. Выглядит что-то такое, как искусственное, так и слышу, штучное, как будто ангел какой-то стоит, но крылья у него как у какой-то мухи, прозрачные, такие круглые, стоит, руки держит внизу живота, и Мгм. у него такая подключка, вот оттуда идет как такой а, вихрь такой, завитушки такие, как спираль. Мгм. Так, обволакивает какое-то пространство, как считывается как область сознания. То есть это его антимир, то есть это его, как, скажем, как эгрегор, как сознание, центр его сознания. Так, а что? И подключается, то есть и прямо выходит, то есть это в том измерении, и оно вот так выходит в это измерение, в наше. Там есть вот такое межпространственное натяжение и проникает в многомерное пространство, Мгм. в трехмерное, потому что оно ближе всего к двухмерному. И в трехмерном пространстве, как посредники, являются вот эти колдуны, эзотерики, вот эти все лгуны, они все маги. Мгм. И там тоже как 2 измерения появляется. В одном измерении как человеческое тело многомерное, но оно теряет многомерность, если человек вот, погружается в эту эзотерику.
а очень ярко выражено его, вот как человеческое тело, а вместо многомерной души, многомерного сознания, Мгм. вот рядом идет как этот дух. Он считывается вот как дух раскола, то есть который раскалывает сознание на подсознание и сознание, то есть нет коммуникации между м, живым, между Мгм. сознанием человека и его подсознанием, потому что подсознание, многомерная душа– это одно и то же. Оно опустилось из-за этих действий неправильных в нижнее пространство, и таким образом дало возможность этому духу подняться в наше пространство. То есть, когда человек нарушает коны гармонии, вот это яблоко появляется, да, то есть вот эти магические действия– это нарушение конов гармонии и целостности. То, с одной стороны, его сознание, его душа опускается, потому что это его сознательный выбор, а с другой стороны, он позволяет этим негативным программам и этим духам вырываться буквально в наше пространство. И вот я вижу этот дух, который ходит по дому. Вот Мгм. этот, Дебил? ну, дебил Черт. этот дух, а вот этот, который черт считывается, Мгм. или домовой его называют. Ага. Так, я его останавливаю и спрашиваю, что он делает в доме у Маргариты. Мгм. Приказывай А ему он говорит, отвечать. что у него тоже такая палочка и котомочка такая сзади. Он ворует. М. Что он Да. ворует? Приказывай ему И отвечать, что он я ворует. Пусть вижу, что покажет. он ворует. Мгм. Он созерцание ворует. Вот я вижу, как будто такие в области глаз, вот здесь, да, это пространство созерцания, осознание, созерцание, высшие чакры. А он как бриллиантики из глаз ворует. А проявляется это на физике как пропажа мелких вещей, каких-то важных вещей, на что она концентрирует свое внимание. То есть то, что важно для нее. М. Вот вижу, да, то есть колечко, какой-то документ, все что угодно. То есть то, что ей нужно сейчас иметь под руками, оно исчезает. Сейчас я хочу посмотреть, как он это делает. И вот Посмотри. слышу, а, умилостивить, умилостивить. Вот эти ритуалы, которые она делала, вот это как привязать его к этой ножке э, стола. Мгм. То есть не разобрать и изгнать, а наоборот привязать его к себе. Я ему передаю, что рациональная Маргариты отказывается от всех тех моментов, когда она сотрудничала с этими чужеродными духами, программами. И я ему приказываю сейчас эту котомочку открыть и все Мгм. сворованное немедленно Вернуть. вернуть на место, потому что Маргарита заходит своим сознанием в тот момент, когда она впервые открыла этот портал, пригласила в ее пространство этих духов, этих демонов, когда произошли эти подключки, и она отказывается это принимать в ее пространстве, и Маргарита возвращает ее целостность, гармонию. И я вижу, как вот эта книга, которая вот так как шлейф такой длинный, опустилась. Мгм. Это книга жизни. Как такая длинная, знаешь, как рушник такой. И Мгм. оно вот так дошло до физического восприятия, то есть вот так в это измерение этого воплощения, и почернело сразу. А сейчас оно так закручивается и выходит с этих черных пространств,
И я вижу, как она вот это повесила и читает. И черные эти буквы вот так просто выбрасывает. И Мгм. разделила эту книгу жизни вот так. Сияющая энергия вся превратилась в такой шар, а эти черные, они просто начали рассыпаться на какие-то детали, как прутики, квадратики, ну, такие, Мгм. что Пусть, такое. пусть чужеродное выталкивает из ее пространства. О, она это делает, я вижу, как эти импланты вот так буквально, как с ее пространства, как волной уносит. И Мгм. ножка ее освобождается ее голова, этот колокол, она вот так просто снимает, и это все, она выходит. То есть это такие, как шаблоны, и они захватывают в эти шаблоны, вот как паук создает эту матрицу, да, Мгм. ну, физическую матрицу, куда попадают мухи. Есть, точно так же уже готовые есть матричные конструкции энергетические, чтобы захватывать души вот через обман, через ложь, через эти ритуалы, это все вот так. И я передаю Маргарите, что ее рациональная часть отказывается сотрудничать с антимиром, Мгм. и она вот так поднимается вверх, и там, чтобы зайти к ее высшему я, высшее пространство, там как черная такая дверь. Снова этот дракон появился. Мгм. И этот считывается Сатанаил. Вот этот дракон, голова вот так протянулась, а в том нижнем пространстве Мгм. я слышу, как-то идет как контракт на расторжение контракта. Хм. Так, что это за контракт на расторжение контракта? Она говорит, я умилостивлю духа лжи, какое-то подношение принесу. Это как в какой-то духовной сфере. Просто я вижу какие-то вот эти, она как сияющие такие движения, и повторяю, что я слышу. Мгм. Контракт на расторжение контракта. Говорит Подношение. подношение, да. То есть она как м, вот оно что. И вот этот имплант, вот как эти в секторе магии там выплясывали и стучали правой ногой, вот так у нее, ну, только такое еле-еле заметное оранжевого цвета, вот где правая нога, такая энергия оранжевая, как будто кость. А, ам, вот это условие этого контракта. Мгм. Так, какие условия? Слышу подчиниться, и я вижу, как будто я лечу над землей. Ну, и вся земля зеленая, там деревья, Мгм. а, и как будто стадо каких-то животных бежит. Почему-то считываются бизоны. Мгм. Я их еще не вижу, они выглядят как сияющие, да, бизоны такие, но они это их как их души. Как будто по пусты ну, все зеленое, Мгм. речка. А где Маргарита в том? Мгм. А я вижу, Где? что она вот так, как-то махнула левой рукой. Так. У нее такой, как рукав длинный, и что-то как вышло с рукава.
О, Деница. Она что-то там творит, что ли? Сейчас я Мгм. посмотрю, что она делает. Я вижу, когда она махнула рукой вот так, там вот такое дерево, и на этом дереве вдруг появилась какая-то живая душа. Так. Она вот такая, ну, большая. Она как будто бы так спустилась сверху, так появилась, села на веточку, а потом раз и зашла куда-то. Куда она зашла? Так уменьшилась, как будто бы в какую-то такую отверстие такое маленькое зашла. И вышла с другой стороны и превратилась в такой черный силуэт. Считывается, что она родила монстра сознания. Хм. Так, а как этого монстра? Кто это? Что это за Говорит, дух монстр? безобразия. Хм. Так, а зачем она это сделала? Давай спросим о нее. Она пошла на воплощение, я слышу, в незаконный мир. Угу. Она отошла от, я слышу, Откуда? сознательного кона. Угу. Надо посмотреть, зачем она это сделала. Да. То Где есть это? вот эти духи, которые вот, это как ее. Угу. Я слышу, оступилась. Вот снова этот сапожок, правая нога оступилась. Так, где ее решение, Виктория, оступиться? Я вижу, что она в духовном сознании Угу. находится перед, я слышу, творением Господа. Появляется снова этот какой-то, но я его не вижу, он называет себя Господом. И выглядит как такое пространство. То, что я видела, что там он его как замотал между своими этими энергиями, которые выходят с его этой творческой чакры. Угу. Так, и оно все такое запутанное, черное, но она проглядывает, она смотрит внутрь, и она видит вот эти все там такие, как извилины, вот так. И Угу. я вижу, как она смотрит, оборачивается и так как бы прищурилась и смотрит на свет Первотворца, и потом вот так шух, и молниеносно просто переместилась. Сейчас я вернусь и спрошу, Вернись. зачем она это делает. И она достает металлическое яблоко. И поставила это яблоко, а оно вот так, как Apple похоже, Угу. Откушено. только круглое. И откушенное, так нет там части. Угу. А где же эта часть? Я вижу, что эта часть, она находится вот во второй чакре, в сексуальной чакре. Это Угу. Сатанаила, который Господь. Он Угу. господином Господь себя. этого мира его, да? Да, его мира, да. Угу. Так, во второй Этого чакре. структурированного мира. Он структурированный
по специальной геометрии. Мгм. А оно по-другому устроено, это все его система вещей, именно вещей. Поэтому оно все таки тарахтит там и как не связано друг с другом. Мгм. Так, зачем она туда пошла? Она говорит, вот показывает, она говорит, вкусить яд. Вкусить яд. М. И я вижу, как ее часть от ее высшего я божественного отделяется в виде ангела. То есть она там такая огроменных размеров, и считывается вот прямо как почти неразделимая часть от Вселенной. То есть вот так. То есть считываются ее характеристики, то есть ее собственное желание, ее сознание, но оно подчинено всему общему. То есть каждое вот это сознание, я там посмотрю, там. То есть они как все заедино, все едины в своих желаниях. Все их желания вот так повернуты к первоисточнику. Там очень хорошо. Мгм. А она, наоборот, поворачивается вот сюда, в эту сторону. Мгм. Да, я слышу вкусить, принять яд. И поэтому вот она эти сжигала. Вот снова идет эта ситуация, когда она пила эту пепел с Мгм. шампанским. А вот вкусить яд, то есть познать зло. Мгм. Да, это как с антимиром, то есть это два на уровне духов, на Мгм. уровне сознания божественных источников происходит. Вот она решает воплотиться, но когда Воплотиться. она воплощается, то как бы в том мире воплотиться и быть, как говорится, здоровым, целостным невозможно. Мгм. Он испорчен, этот мир. Так. Вот это и решение, она решила вот это познать зло. В этот момент она с кем подписывает контракт Я вижу, что на это выглядит как воплощение. будто бы так руками, знаешь, друг Мгм. вот так переплелись руки, ее такая рука сияющая считывается, единица, и от этого пространства черного, как металлическая, выходит рука, считывается искусственный интеллект, Мгм. бездушный интеллект, рациональный интеллект бездушного мира. То есть эти программы, они как бездушные. Мгм. Без души, без духа, без правды. Да. Так, что это за контракт? Сейчас я спросила, зачем одной ей, и я вижу, она как полотенце вот так струшивает, и оно превратилось, вот как была такая пелена, как дорога жизни, и превращается в такой шар. Опыт познания. Мгм. Обрести опыт познания. Познание чего? Так. Она показывает на такую точку. Вот она стоит в таком сияющем пространстве, и так как где-то вот, где правая нога, вот вдалеке такая точка мерцает черная. М. Это познание. Познание зла. Жутковато выглядит. М. Чувствую такую опасность. Оно зазывает внутрь.
Мгм. Там опасность. Она все равно решает идти. Мгм. Ам, вот она снова, я вижу. То есть я проматываю назад и вижу то же самое, как она отрывается как будто бы от общего вселенского разума, превращается как в ангела, то есть сияющий ангел, посланник. Она считывается как посланник добра, Мгм. как разведчик, узнать, разведать. Понятно. Да, хорошо. Давай посмотрим, на что она согласилась с этим, этот контракт с бездушным интеллектом. Какие Я слышу условия? испытать силу разума, и буквально вижу, как она снимает вот этот, как колокол такое толстое серое вещество, эту матрицу бездушного сознания. И она вот снимает это, и я вижу, как с ее вот сверху, с головы, такой шлейф тянется в сектор. Ну так и звучит, бездушного сознания. И оно забирает, ну, как впитывается в нее, потому что это ее часть. И вокруг нее такой, как купол, вот как Тор, Мгм. только он как стеклянный, ограничивает. И он разрывается, и она поднимается вверх, превращается снова как в ангела, и снова, то есть все как обратно идет, возвращается, я слышу, в семью разума, Хорошо. и она считывается как обогащенная Мгм. Опытом. опытом, да, даже выглядит по-другому. Мгм. А другие, они считываются как союзники, друзья. Вот она встала, а, как в общий разум Вселенной, и она другая. С одной стороны, вот так она вся другая. И они начинают смотреть. Вот смотрят, смотрят. И я слышу, испытывают облегчение. Мгм. И я вижу, как они переносят ее опыт в свои пространства. Мгм. И когда они это делают, визуально, вот ментально, оно находится вот там, где сектор программ. А, вот. И они поднимаются вверх. Мгм. Так, интересно. И когда они поднимаются вверх, то я вижу, что у них уже есть. Теперь понятно стало. Смотри, до того, как она обрела этот опыт, она не знала, что там такое. Там что-то было, вот так мерцало, Мгм. зазывало. Она не знала, что там. А сейчас даже те, которые не будут познавать это зло, они возьмут как готовый опыт, потому что прецедент уже исчерпан, уже всем ясно, что такое добро и что такое зло. И они, я вижу, что у них есть как этот уже опыт тоже. И они буквально сразу видят все эти области, как я вот Мгм. вижу в ментальной карте все эти области, да, эта ментальная карта показывает реальное положение дел. Кто сверху, кто снизу, кто прав, кто лев. Ну, образно говоря, Мгм. понимаешь, да? То есть это программа, позволяющая считывать истину во Вселенной. Это, другими словами, вот эта ментальная карта– это кон истины. Вот. Мгм.
И вот этот кон истины, он становится доступным даже для тех, кто не испытал на себе этого опыта. Мгм. И вот как вижу, как оно сработало. Она, демоненок, он тырил у нее какие-то вещи. На физике это проявлялось. На эфирном плане это проявлялось как частицы души и разума, какие-то решения, да. То есть он Да. унес в тот мир. А теперь происходит, карму никто не отменял. А по конам кармы, то есть она сейчас имеет право то, что принадлежит антимиру, то есть тот опыт, перенести, и чтобы это было достоянием, я слышу, света. Мгм. Хорошо. Да. Хорошо, пусть Маргарита полностью закрывает этот контракт с этим искусственным интеллектом. Я вижу, что она буквально ломает ему руку. Мгм. Она вот эту руку вот так просто, и она уничтожается. То есть я слышу, как она трещит, и она уходит, и закрывается этот мерцающий портал. И в этом портале появились как ангел черный с крыльями. Я ему приказываю по конам Вселенной убираться в его пространство и полностью освободить пространство Маргариты. И она так вздохнула глубоко. Мгм. Считывается, отошла от сна. Я передаю ей, вот сейчас она в каком-то таком пространстве. Считывается живое. Так, что там еще? Какие-то ниточки. Так. Ш- Что это за ниточки, куда они тянутся? Ну вот сектор То есть- духов, сектор интерферента, тоненькие. То есть я слышу к пространствам бытия. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Вот Маргарита отказывается пользоваться маятником. Пусть она зайдет в этот момент, когда она пользовалась им, и откажется от этого. Она показывает вот так. Нет. Так. Вероятно, отказалась. Я передаю ей, что ее рациональная часть Маргариты Мгм. отказывается от соприкосновения с чужеродной матрицей, с антимиром во всех ее воплощениях. Я вижу, как с ее глаз выходят как импланты черные глаза на ниточках. Мгм. Так, считывается экспресс. Быстрое Экс- считывание, да. Мгм. То есть в ней был уже как бы механизм встроен, чтобы эти ведьмаки считывали ее. И Мгм. она им позволяла. Я передаю, что рациональная часть Маргариты отменяет все решения, когда она Позволяет. разрешала Мгм. считывать ее эфирное ДНК, вторгаться в ее пространство и убирает Мгм. все подключки и зацепки к магии, к антимиру. И Мгм. вот я вижу, как она выходит с этих, ботиночки черные снимает, и они вот так утягиваются, как на резинках черных. И она, вижу, поднимается вверх и летит как ангел, Мгм. и выходит в это другое измерение, в измерение духа, как в дверь вошла, и эта Хорошо. черная энергия, вот этот дух, который с правой стороны был, Мгм. он как, знаешь, как будто бы ударился о дверь, как о стеклянную дверь, и отпал. Я передаю Маргарите, чтобы она убрала все чужеродные энергии и программы с ее настоящего и с ее будущего. И вот утягивается вот со стороны будущего, вот, где этот глаз левый был. Мгм. Вот, я передаю, чтобы Маргарита отказалась принимать участие в любых магических ритуалах
и нарушать ее собственные границы и позволять Мгм. другим вторгаться в ее пространство. Пусть она это отменит, Да, отменяет. пусть она это сделает. Я Также ей пусть... передаю, чтобы она очистила все ее пространство, весь ее дом. Я приказываю, и чтобы она приказывала этому домовому немедленно, потому что он вот стоит до сих пор. Вы же ему не сказали куда-то Мгм. идти. Я ему Да. приказываю отдать все то богатство, которое он натырил. Мгм. Вот. Приказываем отдавать все, что принадлежит Маргарите, ее эфирным ДНК соответствует. Приказываем ему отдавать. Пусть Маргарита пропустит это через сито, чтобы к ней попало только ее. А пусть все его чужеродное этот черт забирает, все его воздействия и убирается прочь, откуда он пришел. Я вижу, как раскручивается вокруг ножки стола вот это черный портал. Он уходит. Я ему передаю, чтобы он закрывал с его стороны дверь. А Маргарите передаю, чтобы она сейчас почистила все ее физическое пространство, все, что касается ее разум, ее душа. Я вижу, как она перекладывает какие-то вещи, документы, и оно появляется. Мгм. Хорошо. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Так, Маргарита смотрела эти битвы экстрасенсов, эти передачи. Она отменяет просмотр этих сеансов битвы экстрасенсов, оставляет только положительный опыт, все остальное на аннигиляцию. Мгм. Я вижу, как она выключает этот телевизор с этим всем барахлом. Мгм. Загремело все в портал. Хорошо. Так, случай, когда этот Александр Швепс написал ей спасибо за лайк. Что это было за воздействие, что это было за событие? Давай посмотрим. Ну вот, я вижу эти красные энергии, считывается возмездие, то есть энергия мести. Но это как в банде. Если Мгм. кто-то вошел в банду, он оттуда живым выйдет с большим трудом, если захочет когда-нибудь. То есть они мстят тем, Мгм. и вот как эзотерические эти все школы так называемые, да, на самом деле этот шабаш этот. Мгм. Так, Если кто-то приказываем. выходит, они там Мгм. мстят, проклинают и все такое. Тут то же самое. Приказываем этим мстителям, каждому из этих мстителям приказывать забирать ихними руками все их воздействия и призываем на них силы кармы за воздействие, ложь, обман и насилие. О, вижу в этот момент Маргарита вот так как правой ножкой, вот это как затаптывает этот портал, закрывает, как будто бы норочку какую-то на земле закрывает землей, да, и Мгм. с нее сползает вот этот сапожик, и вот эта красная энергия, как будто этот сарафанчик, потому что эти все верования, они связаны с фольклором. Мгм. Вот. И она взлетает как ангел. Я передаю, чтобы она вот эти фольклорные одежки все, да, ам, о- Мгм. полностью удаляла, все импланты, все уздечки, все эти зацепки, все эти инъекции, оно так считывается, как уколы, Мгм. инъекции. Инъекция. Да, пусть Мгм. оно а, в портал на полную аннигиляцию. Мгм. Так, и она, А я вижу, как энергосфера становится плотная, такая большая, и какой-то портальчик вот здесь есть. Мгм. Так, когда этот портальчик появился в ее пространстве, давай посмотрим, что это за событие. Я вижу, она поднимает. Так, вероятно, это она сейчас или кто-то сейчас Мгм. стал как бы на стул, на какую-то табуреточку, что ли, и что-то поднимает вот так вверх. Какая-то фигура.
это не она. Или Приказываю этой фигуре проявиться и назваться, кто она такая. И что-то там, как будто бы шкатулочка, и там какая-то то ли какая-то вещица такая, как Так, что бабочка это? или что это такое? Что это за фигура? Приказывает этой Ракушка, что-то вот фигуре. такое. Мгм. Так, это в секторе магии. Какая-то серая фигура. М, Женщина какая-то. Приказываю ей проявиться согласно ее физической ДНК и отвечать, кто она такая. Какая-то странная, как такой земляной цвет, а внутри, то есть это дух, этот цвет, а внутри вот этот чертик, вот этот маленький такой. Мгм. И я вижу, он берет какую-то как ракушку. Знаешь, как эти рисуют иногда, как русалки так трубят в такие Урок ракушки. И такой. вот он берет эту ракушечку и трубит. И когда он трубит, то это связывает, вот оно что. Это связывает с этим рождением, когда а, она шла на первое воплощение. Она сначала как будто бы на дереве появилась, а потом вошла в утробу женщины. Мгм. То есть она сначала проявилась с духовного плана, вошла в физический, там какое-то время она там наблюдала, а потом вошла на воплощение. И это связано как напоминание, вот эта ситуация, оно считывается какой-то подлог. Кто-то что-то подложил. Магическое действие. Но оно такое какое-то затертое. Мгм. Какая-то имя Да, какое-то. Ам, ам, кто-то подложил, да? Выглядит как будто буква И идет на ножках. Какие-то Мгм. программы непонятные. А кто это сделал на физике? Мгм. Кто это сделал на физике, приказываю проявиться согласно физической ДНК на тот момент. Какая-то подружка, женщина. Я вижу, она как будто бы села на стул или на тумбочку, или это может в прихожей, и как-то вот так ногу на ногу, как будто бы сапог застегивала, что ли. Знаешь, как Мгм. сапоги женщины одевают, застегивают молнию? Ну, молния, да. Мгм. Да. Так. Не вижу, как она выглядит на физике, только вижу вот этот темный силуэт. Мгм. Что это было за воздействие на Маргариту в этот момент? С одной стороны, это шло воздействие. Будь здоров. Холодно. Благодарю. Шло воздействие с антимира через эту женщину. Мгм. Как напоминание о ее первичном контракте. Мгм. В этот момент, А Виктория, с этот другой портал стороны, открыт. да, с другой стороны, вижу, как часть вот это сознания Маргариты, оно тоже многомерное. То есть одно и то же сознание, оно вот там было, и оно здесь было, в этом воплощенном мире тоже. Мгм. И это напоминание. Буквально она берет эту ракушку и как разбивает. А эта ракушка, интересно.
она как символизирует вот этот переход из духовного в несовершенный мир физический. Мгм. Переход. Да. Так, вот этот момент, когда проявился этот портал, в этот момент пусть Маргарита войдет своим сознанием в тот момент и откажется принимать эти воздействия. Контракт Я она вижу, уже что расторгла. да, я вижу, что это притянулось на эти вот уздечки, на эти все импланты, на эти события, и она Мгм. их выталкивает. Я ей передаю, чтобы она выталкивала с ее живого пространства все чужеродные мертвые программы, все, что ей не принадлежит по праву ее творения. И вижу, появляется такая рука от сектора божественного источника, которая ей Мгм. как бы помогла, как будто ее выхватила с этого. Да, это вот так высшее я и божественная душа спасает, когда человек обращается, то есть обращает свой духовный взгляд в правильное русло. Мгм. И Да. вижу, как она выходит в то пространство, и вот эта энергия, которая считывается как Господь, Господин, господствовать. Вот эти программы, они что же господствуют? И вдруг Мгм. такое сияние произошло, вот как, ну, я бы это назвала как переход. И все ее пространство вот так начинает сиять, а темные энергии, они как расплавляются и уходят. И она взмахивает. И когда она поднимается вверх, то от нее идут такие звуки, как пение, как будто бы она вот в такую красивую трубу поет. Мгм. Вот. И пока и смеется, показывает, а ее вот этот рукав, он тоже похож на такую какую-то, как дудочка такая расширенная, как инструмент такой. Мгм. И все ее пространство как поет, звучит. Так, хорошо, Виктория. Да, Так, отсоединяйся пока от всех и всего, кроме да. Маргариты. Мгм. Было такое событие у Маргариты, когда она ввязалась в переписку с невидимыми мошенниками и давала там деньги и данные ее. Пусть Маргарита зайдет в тот момент и откажется от ее решения переписываться с мошенниками. Да, я ей передаю, что иррациональная часть хочет отказаться а, отдавать то, что принадлежит ей по праву М. творения, отказаться переписываться, связываться, искать этих людей. Мгм. И пусть приказывает, я вижу, что она из сектора, через этих людей ее потенциал ушел. И она из сектора интерферентов достает огромный такой шар энергии. Я ей передаю, чтобы она вернула себе только ее божественную энергию, которая соответствует ее эфирному ДНК, а карму, вот оно, а, серые энергии так отделяются и Мгм. бьют этих мошенников. Мгм. Передаю Пусть Маргарите, чтобы она отсекала все подключки к эгрегорам потерь и возвращала по праву творения и Творца все ее божественные энергии, потенциал, все, что ей по праву принадлежит. Мгм. А чужеродное пусть выбрасывает. Да. И все, пусть отрезает все кармические привязки ко всем негативным энергиям, людям и очищает все ее божественное ДНК. Мгм. Вот я вижу, как она как будто бы рождается, только уже не в тот мир, а наоборот с этого плохого мира рождается в этот светлый мир.
Отлично. Так, хорошо. Отсоединяйся, Виктория, от этой ситуации. Мгм. Давай посмотрим. Маргарите снился сон, где она шла на звук в большое пространство и чувствовала, что это ее дом. А там какой-то клан негров был. Что это за сон был? Давай посмотрим. Я вижу, что такой шар. Посередине шара, ну, как пространство такое, Угу. такое большое дерево. И она заходит в то дерево внутрь, Угу. как какое-то. А оно такое все страшненькое, это дерево такое, прямо вот такое посередине растет. И она в него заходит. И пошла в сектор магии. И я вижу, как она там, люди сидят, как будто люди. А она вот так берет их, достает и как на полочке раскладывает. А там эти, они как фигуры такие, как будто бы человеческие, Угу. а внутри такие, я слышу, паразитический смысл. Они такие, знаешь, как будто бы аскариды такие, ноги, руки, нет головы. То есть внутренняя сущность, как паразит. Угу. То есть Так. это суть всех этих демонических программ, суть, общая суть антимира– это паразитизм. Угу. Воровать, украсть, паразитировать, отобрать, торговать Так. чужим. Угу. Так, и что это сон значил для Маргариты? Я вижу, что это подсознание, вот оно буквально стучит и показывает на ту, вот на ту щелочку, куда она вошла, на воплощение. Угу. Это в физическом а, плане, она в эфирном духовном плане. Вот эта мерцающая а, Точка невозврата. точка, Это. Угу. ну, это как открыть Пах. потенциал возможных Угу. ситуаций, да, то есть реализовать, то есть познание было предупреждено, ну, вот эта история, да, познавайте, дорогие мои деточки, только добро, а зло вам не надо познавать, там плохо. Вот. И этот потенциал был. То есть этот вариант возможных ситуаций разных, он был как бы в таком зародыше, да? Угу. Понятно. Это как закрытая дверь. Угу. Хорошо. Пусть Маргарита очистит этот сон от чужеродных воздействий, энергии, оставит только опыт благоприятный, остальное все отправит на аннигиляцию. Я вижу, она вот так сделала, поблагодарила свою душу за подсказки, Угу. Вселенную за подсказку. Хорошо. И поднялась в другое пространство. И вижу, М. как она от сектора будущего и сектора миссии отрывает уздечки. Она освобождает свое будущее, и вижу, что она села как на такую какую-то ладью, которая похожа на молодой месяц. Мгм. И он сияет весь. И она села на него, и, и вот так вознеслась. Он ее как будто поднес, как лодочка с черного пространства. Мгм. Считывается в сияние духа. И там такие руки, ей подали руку, и она сошла с этой лодочки, и она ушла. А что это за лодочка такая?
Мгм. Что это обозначает эта лодочка? Ам, Оно переворачивается то так, то так. То как коромысло с ведерками, то наоборот станет. Так. Мгм. Оно считывается как программа смерти. Я слышу вот эти как мифические аид. Мгм. То есть это Через реку. путешествие, да, путешествие. Мгм. Эм, Мгм. А тут э, берег обратно. да, 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 С берега жизни обратно туда. да. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединись и от этой ситуации. Она говорит, что она познала смерть и больше не хочет. Мгм. Хорошо. Поднимаемся, Виктория, все вместе максимально вверх. Мгм. То есть Маргарита проверит ее пространство, все чужеродное отправит на аннигиляцию, закрывает портал, наполняется энергиями жизни. Ну, сейчас я ее увидела как королева, вся в очень красивом платье, расшитая камнями, и она поворачивается. И я вижу, она берет зеркало, на серебряное такое, Мгм. на ручке, и она его выбрасывает. То есть она как порядки делает в этом замке. Хорошо. Я вижу, она снимает это платье, тоже вот так свернула, выбрасывает, Мгм. снимает кольца с пальцев, кольца, какие-то заколки с волос. Мгм. То есть она очистит, да, это подсознательно. И я ей передаю, что иррациональная часть желает очиститься полностью во всех измерениях, временах, от любых соприкосновений с антимиром, расторгнуть все контракты, отменить все решения, сотрудничать с этими программами негативными антимира, подчиняться им. И пусть Маргарита все это отменит и наполняется энергиями и светом жизни, гармонии, счастья, процветания. Мгм. Хорошо. А, Мгм. Посмотри, Виктория, сейчас, как она выглядит. А, Энергосфера большая, правильной формы Мгм. и прозрачная. Но она как-то, как будто руками вот так держит ее. Так, а Я ей почему? передаю, Мгм. а я не знаю почему. Я потом Хо- вот так сделала. Она говорит, что она себя укрепила. Мгм. Понятно. Ну, хорошо. А, Так. Так, а Маргарита сказала, что она последние 2 недели зевает, чувствует себя плохо. Зевала, чувствовала. Зевала, чувствовала плохо. Осталось ли какие-то причины этого? Я вижу, что это вот из-за этого, этих духов, которые были. Мгм. Понятно. И я передаю, чтобы Маргарита полностью очистила все ее живое пространство на физике, на всех уровнях, во всех измерениях и временах, и наполнила все ее пространство, Пространство. все, что касается ее рука, ее разум, Мгм. светом, гармонией. Мгм. Дом, вещи. Пусть она наполнит ее энергиями, жизни, гармонией. Хорошо, Виктория. Поднимаемся максимально вверх. Мгм. Спроси у Маргариты, все ли мы сделали для нее на этом сеансе.
Да. Мгм. Хорошо. Прощаемся с Маргаритой. Мгм. Я, Виктория, посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь физически... стоп. Виктория, отсоединись от всех и всего. Да. Проверь твое личное пространство. Да, хорошо, что ты напомнил. А то я вернулась посмотреть в то время, где я там над землей летела зеленой. Мгм. Могла там остаться чуть-чуть. Так, я выхожу полностью. Мгм. Отсоединись от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Мгм. Наполняйся энергией жизни, гармонии, света, Мгм. любви. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Классно. И я, главное, сейчас себя хорошо чувствую. Абсолютно. Вот как начался сеанс, уже мне легче, легче, уже нормально, хорошо. Это радует. Здоровский сеанс, классный. Супер. Столько Нет, нового после вот, когда сеанс пройдет, столько нового открываешь, что думаешь, боже мой, куда ж ты голову свою запихал-то? значит, так надо было. Да, и вообще очень интересно, очень. Я даже Менять еще раза 3 отношение к послушаю. себе. А? Менять к себе отношение. Наоборот, Да, да, говорить, да. какая я умница. Во-во, Сколько точно. я всего наворочила, и вышла, и поняла, и сделала. Да, Ух ты! вообще здорово. Мне очень понравилось это погружение, вообще классное. Даже можно его выставить, сеанс. Очень Ой, Мгм. интересно, благодарю. мне Да, понравился. да. Ну, Хорошо. по-моему, очень интересный. Все Да, хорошо очень было видно, интересный вообще. осознанность работала, все супер. Вот что Да, да, да. означает работать правильно над собой. Как, Да, ну, здорово. невозможно проработать на каком-то ну, на одном каком-то уровне, на уровне сознания или подсознания, или только с телом работать. Все должно быть в комплексе. Если чего-то Да. не хватает, оно результата не дает. Это люди должны понимать, что волшебной пилюльки не бывает.